Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светлана Лосева, это канал о вязании. И сегодня я хочу вам предложить вот такой очень стильный, красивый джемпер нежным цветочным мотивом. На весну, лето идеальный вариант. Нашла этот джемпер в журнале от немецких дизайнеров в Сабрине, и мне он прям покорил мое воображение. Очень красивый узор, несмотря на то, что он не самый простой. Да. Вяжем мы исключительно лицевые ряды по схеме. Изнаночные ряды у нас вяжутся изнаночными петельками. Да. В этом его преимущество и простота кажется. Да. Ну и сам, конечно, прям, знаете, такой джемперок нарядный. Очень приятный. Причем связать его можно на любой размер. Есть нюансы для 48-50 размера. Я не составила описание, но я вам, девочки, скажу, сколько петель набирать. И поскольку выкройка у нас простейший, прямоугольнички там одни, да, я вам расскажу, как расположить узоры для этого размера. А так у нас будет описание составлено на 44-46 и 52-54 размер. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. И будет, как всегда, выложено под видео. Итак, мои хорошие, давайте начнем с пряжи. Пряжа у нас будет полухлопковая, турецкая. Итак, смотрим, что за пряжу я вам рекомендую. И буду вам делать по нему описание. Для вязания этого джемпера я выбрала пряжу полухлопковую Yarn Art Jeans. 55% у нас хлопок и 45% полиакрила. Цвет 72. Значит, 50 грамм у нас 160 метров. Это очень хорошего качества. Турецкая пряжа. Посмотрите, какая ниточка у нас. Какой отличной скруточки. Такая тугая, упругая, хорошая ниточка. Идеально из нее вязать. И я использовала спицы 3,5. Смотрите, как выглядит образец. Здесь связано два раппорта узора. Очень красивый такой цветочный мотив. Среднего уровня сложности. Я бы так назвала этот узор. Мне очень понравилось его вязать. Несмотря на то, что там надо как бы следить все время за накидами и две вместе лицевой провязывать. Да? Следить нужно постоянно по схеме, девочки. Но красота требует жертвы. И я считаю, что данный узор можно немножечко поднапрячься и связать такой красивый джемперочек на лето и весну. Итак, давайте посмотрим эту схему. Схема узора выглядит вот таким у нас образом. Раппорт узора у нас 18 петель. Он выделен вот по центру, да, и 24 ряда в высоту. Здесь есть такой нюанс, что 9 петель, то есть один раппорт у нас будет делиться на две части, и для симметрии будет добавляться 9 петель справа и 10 петель слева. А так число петель надо набирать кратное 18 плюс 1 для симметрии. Так, про условные обозначения здесь довольно они простые. Здесь вот есть расшифровка их, да, так что я думаю, что вам не составит труда это все самим прочитать. Поэтому я не буду об этом говорить. Давайте посмотрим сразу с вами выкройку. Выкройка у нас вот такая. Как я уже повторяюсь, говорю, что у нас будет использовать 44-46 первый размер. Второй размерчик у нас будет 52-54. А промежуточный размер 48-50 я вам устно в конце обычно нашего видео, когда я рассказываю уже более подробно, мы считаем на машинке с вами плотность, и затем идет моя описательная, объяснительная часть. Там я как раз заостряю внимание на этом размере и рекомендую вам, как расположить там узоры и сколько петель набрать. Поэтому, девочки,
В описании этого под видео не будет, но в моем мастер-классе будет присутствовать и этот размер. То есть мы практически, у нас широта размеров необыкновенная, да? Так, давайте посмотрим описание. Сейчас я его увеличу. Вот так выглядит у нас описание. Пряжу вы уже посмотрели. Общий расход у нас будет, смотрите, 400-500 грамм приблизительно. Спицы используем 3,5 и крючочек нам понадобится 3,5 тоже. Плотность вязания определяем в процессе. И вот это вот все описательное вязание наше, описательная часть будет под видео выложена. Я ее зачитывать сейчас не стану. Я вам схематично рисую, как мы располагаем раппорты узора, поэтому вот этот вот 91 и 109, из чего складываются эти петли, я вам объясняю, знаете, как в первом классе, наглядно. Обязательно посмотрите в конце видео мою разъяснительную, вот этот урок объяснительный, да, как мы используем плотность и выкройку, и составляем описание. Очень поучительное видео для тех особенных девочки, кто только пытается, значит, освоить эту науку вязания, да, это будет очень важно. Поняв смысл, вы сможете любую вещь вот таким образом рассчитать, любой узор выбрать, не обязательно, какие предлагают другие дизайнеры, да, и свою вещь сконструировать, я бы так это сказала. Так, все. Давайте сейчас приступим к вязанию образца. Еще раз повторюсь, это описание будет у нас выложено под видео для вашего удобства. Для образца я набрала 39 петель. И смотрите, по схеме будем вязать с вами полный раппорт по центру. Начинать рекомендует автор узора с 9 петельчик перед началом, да, и заканчивать 10 петельками половинкой раппорта, да, то есть вот так вот будет интересно и правильно будет располагаться узор симметрично. Так, ну и по центру будут идти столько раппортов по 18 петель, сколько нужно. И начинаем с первого ряда. Ну, у меня уже второй раппорт буду сейчас с вами вязать. Несмотря на кажущуюся вот такой вот сложность схемы, здесь все очень логично, девочки. Видите, здесь эти вот эти ромбики, да, они вот логично сами по себе вяжутся, поэтому несложно вязать. Средняя такая степень сложности. Начинаем. Первая кромочная, далее 2 лицевые, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я вяжу бабушкины петельки, поэтому я вот так делаю. Меняю петельки местами. У меня вторая поверх первой накидывается. И я провязываю 2 вместе лицевой. Затем 3 лицевые. 1, 2, 3. Связали 9 петель перед раппортом. Далее вяжем сам раппорт. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, 3 лицевые по центру, 1, 2, 3, накид, 2 лицевые, 1, 2, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые, 1, 2, 3. И на этом раппорт заканчивается. И начинается 10 петель за раппортом. Делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид и 2 лицевые. Кромочную вяжем изнаночной. Все изнаночные ряды, то есть они у нас являются четными, мы будем вязать изнаночными петельками, в том числе и накиды. Третий ряд. У нас с вами 9 петель перед раппортом. Вяжем первая лицевая,
2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. Связали 9 петель. Теперь вяжем раппорт. Начинаем лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая. И далее 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, опять 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, раппорт закончился. Вяжем 10 петель за раппортом. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, кромочная, изнаночная. 4-й ряд вяжем изнаночными петельками. 5-й ряд вяжем 9 петель перед раппортом, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая. Связали. Теперь вяжем раппорт. 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Для этого я меняю 1 и 2 петельки местами, так чтобы у меня первая за работой оказалась, вторая поверх нее вот так размещается. И все 3 вяжу одной лицевой. Делаем накид, вяжем лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая. Связали раппорт узора. За раппортом 10 петель вяжем. 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево. Кромочную вяжем изнаночной. 6-й ряд вяжем изнаночными петлями. 7-й ряд вяжем 9 петель перед раппортом. Первые 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и опять 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. Связали петли перед раппортом, вяжем раппорт. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее вяжем 3 лицевые. 1, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. Связали раппорт узора. За раппортом 10 петель вяжем. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые.
кромочная, изнаночная. 8 ряд вяжем изнаночными петельками. 9 ряд у нас 9 петель перед раппортом. Вяжем первая лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, лицевая. Снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, лицевая. Начинаем вязать раппорт узора. 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая. Теперь вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая. Связали раппорт узора. За раппортом 10 петель вяжем. 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, кромочная, изнаночная. 10 ряд вяжем изнаночными петлями. Вяжем 11 ряд. 9 петель перед раппортом. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид. Далее вяжем раппорт узора. Лицевая, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, 1, 2, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Меняю 1 и 2 петельки местами, 2 поверх 1. И вяжу все 3 вместе лицевой. Накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, накид. Связали раппорт узора. Теперь за раппортом вяжем лицевая, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево. Кромочная вяжем изнаночной. 12 ряд вяжем изнаночными петлями. 13 ряд вяжем 9 петель перед раппортом у нас. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, лицевая. Начинаем вязать раппорт узора. 2 лицевые, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, лицевая. Связали раппорт узора. За раппортом у нас 10 петель вяжем. 2 лицевые, накид, опять 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые и 2 лицевые с наклоном вправо, накид, кромочная, изнаночная. 14 ряд вяжем изнаночными петельками. 15 ряд вяжем 9 петель перед раппортом. Первая лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид,
2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Связали. Теперь за раппортом, вернее, начинаем вязать раппорт. Эти 9 петель были перед раппортом. Вяжем лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая. И третий раз вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая. И далее вяжем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Связали раппорт узора. За раппортом 10 петель у нас лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая. Связали кромочную и изнаночную у нас и вяжем 16 ряд изнаночными петельками. 17 ряд, 9 петель перед раппортом вяжем. 2 лицевые, 1, 2, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид. Связали. Начинаем вязать раппорт. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Первые, вторые я меняю местами и все 3 вместе провязываю лицевой, накид. Далее лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая. Опять 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые по центру. 1, 2, 3. Накид. Теперь 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид. Опять 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид. Связали раппорт узора. За раппортом вяжем 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Накид, лицевая. Далее 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая. И 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые, кромочная и изнаночная. Связали. 18 ряд изнаночными петлями вяжем. У нас с вами 19 ряд и 9 петель перед раппортом вяжем. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид. Опять 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая. Связали. 9 петель перед раппортом. Вяжем раппорт. 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, опять 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, теперь 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, и 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая. Связали раппорт узор. За раппортом вяжем 10 петель, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, кромочная и изнаночная. 20 ряд изнаночными петлями вяжем. 21 ряд вяжем. 9 петель перед раппортом, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид,
2 вместе лицевой с наклоном влево. Связали. За раппортом вяжем, вернее, за этими 9 петлями вяжем раппорт. Лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые по центру, 1, 2, 3, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево. Связали раппорт узора, за раппортом 10 петель вяжем. Лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и 2 лицевые, 1, 2, кромочная, изнаночная. 22 ряд изнаночными петлями вяжем. 23 ряд вяжем с вами. 9 петель перед раппортом у нас. Лицевая, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, 1, 2, накид. Начинаем вязать раппорт узора. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Меняем первую, вторую петли местами, вяжем все вместе 3 лицевой, 1 лицевой. Делаем накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, лицевая, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, 1, 2, накид. Связали раппорт узора. За раппортом 10 петель, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, накид, 2 лицевые, 1, 2, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, лицевая, кромочную вяжем изнаночной. 24 ряд вяжем изнаночными петлями. И на этом раппорт нашего узора будет связан полностью, то есть 24 ряда, да? И повтор будет у нас узора с первого ряда. А сейчас надо сделать влажную тепловую обработку образца и измерить его плотность. Делаем обработку горячим паром. Образец становится влажным и очень податливым. Видите, как тянется? Мы его подтянем, давайте, энергично, в разные стороны. Не только в длину, но и в ширину, да? Представьте, что вот он у вас постирался, ведь мокрая ткань очень сильно тянется, согласитесь. Так, вот уже он у нас хорошенько потянулся. Еще разочек давайте его. Края тоже надо привести в порядок, да? Чтобы они не закруглялись. Так, все отлично. А теперь эту красоту оставляем в таком состоянии сохнуть. Теперь наша задача с вами измерить ширину и высоту образца связанного. Смотрите, вот у меня сейчас я измеряю 21 сантиметр ширина. Тут тоже 21. Так, и считаем. Набирали 39 петель и делим на 21. Получаем 1,85. Но если округлять, 1, но все равно, ну, конечно, близка к 1,9, но я напишу 1,85. Не буду я ничего округлять. В 1 сантиметре 1,85
петель. Так, следующее. Измеряем высоту нашего образца. Значит, у нас 2 раппорта связано по 24 ряда. И я меряю 21 сантиметр у нас получается. Здесь тоже 21 сантиметр. Метр получается 2,2 ряда. Запишем плотность по вертикали. В 1 сантиметре 2,2 ряда. Вот эти цифры сейчас нам понадобятся в дальнейших расчетах. Сейчас будем смотреть выкройку с размерами. Итак, мои хорошие, вот такая у нас выкройка будет с вами использоваться. И давайте с вами сразу определимся с размерами. У нас будет размер 44-46. И второй размерчик будет 52-54. Это когда идеально у нас совпадает количество раппортов. Да? А вот для промежуточных размеров там будет несколько иная картина. Я чуть позже этого коснусь. А сейчас давайте по выкройке составим описание. Значит, на 44-46 размер у нас идет ширина 50 сантиметров. И мы умножаем на нашу плотность по горизонтали. Помните, 1,85. На 1,85, 50 умножаем на 1,85, получаем с вами 93 петли. Да? Я записала. Второй размер у нас идет 60 сантиметров ширина. И умножаем на 1,85, получаем 111 петель. Так, записали. Отлично. Теперь распределяем узоры. 93 петли делим с вами на число петель в раппорте, это 18 петель, да? Делим на 18, получаем с вами 5 целых раппортов. Как будем располагать эти раппорты? Смотрите, мои хорошие, у нас по выкройке, помните, я говорила, что один раппорт у нас делится пополам. То есть у нас с вами будет 9 петель мы вязали перед раппортом, и вторая половина раппорта 10, да? То есть, смотрите, если у нас 5 раппортов, то мы 4 раппорта значит, размещаем по центру. Представьте, что это ваш наборный ряд, да? То есть 4 раппорта по центру идут. 1, 2, 3, 4. В каждом раппорте по 18 петель. Вот. 4 раппорта разместили, а 5-й раппорт у нас идет с вами, делится пополам. Частично первая часть идет на 9 петлях перед нашими раппортами, да, и замыкает это все вторая половина раппорта 5-го на 10 петлях. Вот, как здесь. То есть 9 петелек у нас идут перед началом, да, затем 4 целых раппорта мы вяжем подряд и замыкаем все это 10 петлями по схеме. Все понятно, да? Ну и, соответственно, одна кромочная справа, одна кромочная слева. И получаем вот такая картина, что у нас по центру с вами вяжется 91 петля и 2 кромочные, итого в сумме 93 петли. Вот таким образом. Еще раз демонстрирую вам. 18 петель на 5 раппортов, это 90. 1 петля для симметрии, да, и 2 кромочные плюс 2. Получаем 93 петли. Все. Второй размер, тоже для второго размера 52-54 у нас 111 петель, и мы рассуждаем таким же образом. Мы 111 делим на 18, это число петель в раппорте, получаем целых 6 раппортов и размещаем их таким же способом, как вот я вам только что объясняла, только по центру будет не 4 раппорта, а 5. И 6-й раппорт будет у нас также с вами 9 впереди, 10 замыкает наши раппорты, да, и 2 кромочные. Итого получится 111 петель. Вот таким образом. Так, с этим все понятно. Из чего складывается 6 раппортов? 6 умножить на 18, это 6 умножить на 18, это будет 108 петель, 1 петля для симметрии и плюс 2 кромочные. Вот они наши искомые 111 петель. Теперь нам надо определиться с вырезом горловины и плечами, сколько петель придется на вырез горловины, сколько на плечи.
Смотрите, у нас стоят размеры 14 и 15 на вырез горловины. Давайте с вами 14 это половинчатый размер умножим на 2. Это получится ширина у нас выреза горловины 28 сантиметров на первый размер и умножим на нашу плотность 1,85. Мы получим с вами вот такую величину, как 51. Я не пишу 52, не округляю, поскольку у нас нечетное число набиралось петель. И в горловине тоже должно быть нечетное число, иначе мы не сможем рассчитать правильно петли на плечи, которые останутся. Да? То есть я пишу 51 петля. Второй размер у нас стоит 15, умножить на 1,85 и на 2. Получим 55 петель. Также я ничего не округляю в сторону 56 петель, пишу нечетное число 55. А теперь, после того, как мы определились с вами с плечами, давайте определим, сколько петель остается на плечи. Для этого я из наших 93 петли общих отнимаю вырез горловины 51 петля и получаю 42 петли на плечи. У нас 2 плеча делю на 2, получается на каждое плечо 21 петля приходится. Второй размер также 111, отнимаем 55 петелечек на вырез горловины, получаем 56 петель на плечи, делим на 2, на каждое плечо 28 петель приходится. Записали, да? Так, теперь идем к рукаву. Здесь самое сложное у нас это сделать скос. Я уже определилась с количеством петель. Для первого размера у нас будет 2 раппорта вязаться. 39 петель это то же самое, что наш с вами мы вязали с вами образец. Помните, тоже 39 петель набирали, да? То есть у нас с вами также будут располагаться узоры, как мы вязали с вами в образце. 1 раппорт по центру и 9 петелек перед раппортом и 10 петелек за раппортом, плюс 2 кромочные. Для второго размера берется 3 раппорта для второго размера. Также располагаем 9 петель, у нас начинается вязание по схеме, 2 раппорта по центру и 10 петель за раппортами располагаются как по схеме. Да? Вот так, вот эти 10 петель. Так, и по верху рукавчика, самую широкую его часть определяем, стоят у нас размеры 17 умножить на 2. У нас половинчатый размер, это 34 сантиметра ширина рукава, и умножим на 1,85, получим, девочки, 63 петли. Так, записали. Второй размер стоит 19,5 умножить на 2, ширина 39 сантиметров, и умножить на плотность 1,85, будем записывать 73 петли, надо, чтобы было нечетное число. Так. Все, записали, определились с этим. Теперь нам необходимо рассчитать с вами скос рукава, потому что у нас по скосу будут идти равномерные прибавки. Для этого нам понадобится применить вертикальную плотность. Вот смотрите, общая высота рукава 41,5 см по выкройке. Переводим этот показатель в сантиметр в ряды. Для этого используем вертикальную плотность, которую мы с вами определяли в 1 сантиметре 2,2 ряда. Мы с вами 41 сантиметр с половиной умножаем на нашу плотность по вертикали 2,2. Получаем 91 ряд. И сейчас мы будем с вами определять, через какое расстояние, через сколько рядов будем делать прибавки по скосу. Итак, 63 петли у нас для первого размера, отнимаем 39 по низу рукава, всего надо прибавить 24 петли. У нас 2 скоса делим на 2, то есть по каждому скосу 12 петель прибавок. Как их распределить равномерно? Для этого мы рассчитанные наши ряды, вот эту высоту скоса 91 сантиметр поделим, 91 ряд, поделим на 12 петель, которые надо прибавить. И получим, девочки, циферку 7,5 ряда. Видите, ни туда, ни сюда. Мы не можем сказать, что в каждом 7-м, и не можем сказать, что в каждом 8-м ряду прибавки. Поэтому мы скажем очень хитро. Мы поступим таким образом, что мы будем один раз делать прибавку, чередовать будем. То есть первый раз делаем в 7-м ряду, второй раз в 8-м. А потом опять в 7-м
потом опять в 8. И таким образом прибавим 12 раз по одной петле справа и слева одновременно. Так, для второго размера у нас стоит показатель 73 петли отнять 57 по низу. Получаем 16 петель всего будем прибавлять. Делим на 2 скоса, на каждый скос по 8 петель. Также делим с вами ряды наши, 91 ряд, поделим на 8 петель, которые надо прибавить, и получим, ну давайте напишем, что в каждом 11 ряду у нас будет идти прибавочка, да, как-то вот так. Все, мои хорошие. Теперь про вертикальную плотность я никогда не забываю об этом говорить. Обязательно все вертикальные показатели на выкройке переводите в ряды. Обязательно. И руководствуйтесь при вязании рядами, а не сантиметрами. Смотрите, стоит у нас с вами от планки до линии проймы. Здесь пройма начинается. Показатель 39 сантиметров на первый размер. То есть мы будем с вами 39 сантиметров переводить в ряды. Мы умножим на плотность 2,2 и получим с вами 86 рядов. И также любой размер переводим. То есть вяжем обязательно не сантиметр, 39 сантиметров отмериваем, да, сантиметрами, а меряем рядами наше полотно вязаное. Это делается для того, чтобы после стирки ваше изделие не вытянулось и не стало, не деформировалось, да, то есть не стало длинным, не стало как вам туникой, например, да. Вы же хотели джемпер, а не тунику, правильно? Поэтому, мои хорошие, обязательно соблюдайте вот эти нехитрые правила расчета, прежде чем связать любое вязаное изделие. А я все это описание выложу под видео для вашего удобства. Пользуйтесь. Я еще обещала вам, значит, рассказать про другие размеры, да? И сейчас я это сделаю следующим образом. Предположим, нас интересует размер, которого у нас здесь нет, 48-50, да? 48-50, приблизительная ширина спинки, это где-то 56 сантиметров. Ну, 55-56 сантиметров. Смотрите, давайте 56 сантиметров умножим на нашу плотность 1,85. Надо набрать 103 петли. 103 петли. Что будем делать с этими 103 петлями? 103 поделим на наши петли по раппорту. Это 18. Получается у нас 5 целых раппортов. 5 умножить на 18 это 90 петель задействованных плюс 1 для симметрии. То есть 91 петля у нас участвует в узоре. А надо, чтобы было 103. Из 103 отнимаем 91. Это 12 петель неприкаянных у нас. Я рекомендую, если вы очень хотите связать этим узором, эти 12 петель сделать просто лицевыми. Справа и слева добавить по 6 петель. То есть ваш узор будет выглядеть следующим образом. По центру вяжем 5 раппортов. Будут располагаться они следующим образом. 9 петель, потом 4 полных раппорта по 18. Раз, 2, 3, 4. Да? И замыкает все это дело 10 петлями. Вот наши с вами узоры, которые мы с вами используем, да, 5 раппортов. И занимают они у нас с вами 91 петлю. И по 6 лицевых справа, девочки, 6 лицевых слева. И, конечно же, кромочная справа, кромочная слева. И я вам показываю, вот как схематично, представьте, что это ваш наборный ряд, да, и вот вы распределяете узоры. И вот что у меня получается. Кромочная, 6 лицевых, 5 раппортов, которые мы вяжем вот этим соответствующим образом. То есть 9 лицевых, 9 петель по схеме. Вот здесь, вот так, да. Потом 4 раппорта целых 18 и замыкаем 10 петлями по схеме. По схеме вяжем. Вот. И все это заканчиваем опять 6 лицевыми и кромочной. Хотя вру. 5 лицевых, 5. Это я
кромочную, это я не учла, 6 из 6 надо отнять кромочную, да, то есть всего 5 лицевых. В принципе, вот такие полосочки лицевой глади не испортят наш вид джемпера, я думаю, и это будет нормально, это будет симпатично смотреться. Ажур по центру, по бокам лицевая гладь, это будет сочетаться. Я думаю, что для любого другого размера также можно сделать. То есть, если у вас там, предположим, а нам ничего не надо другого размера, 48-50 у нас только с вами не озвучено оказался. Вот я вам предлагаю вот такой вариант для вот этого размера 50, 48-50. Вот так давайте располагать узоры. Все. Здесь вы тоже так немножечко откорректируете, да, вот как я вам по аналогии сказала, сколько плечик на плечики придется, сколько на вырез горловины, да. По рукавчику ширину можно, в принципе, взять что-то среднее, например, 18 сантиметров, да, 18 сантиметров, 18 умножить на 2, то есть 36 сантиметров у вас будет по рукавчику в широкой части, и умножить на плотность 1,85, то есть где-то 67 петелек у вас будет в широкой части рукава. А по низу можете взять как для большого размера, а хотите поуже, если возьмите как для маленького размера. И также по аналогии скос посчитайте, как я только что рассчитывала. Все. Так, я желаю вам, девочки, удачи, чтобы вы связали этот красивый джемперочек, и он вас радовал весь летний сезон, весенний, летний. И, в общем-то, цвет вы, конечно, применить пряжу можете любой, не обязательно привязываться к тому цвету, который на модели, то есть по своему вкусу руководствуйтесь. Вот, и до новых встреч!